Всем здравствуйте, я вас приветствую на моем канале «Путь к себе». Меня зовут Анна, кто не знает. Тем более, если кто не знает, подписывайтесь, здесь очень много всего интересного будет. Мы с вами возвращаемся к себе, к своим желаниям, возрождаем свой огонь, свою чувственность и выходим в свое предназначение. Давайте посмотрим, о чем сегодня вам хотят рассказать карты. Два туза кубки. Так, видно. Смотрите, 3 туза мечей, кубки и огонь. Если сейчас еще выйдет, кто у нас остался, пентаклей, здесь 8 пентаклей. То будет совсем интересно. Нет, рыцарь кубков. Смотрите, здесь на самом-то деле кто-то очень хорошо свою энергию стихии разогнал, да, кто не знает, тот может просто очень хорошо ощущать свою энергетику. То есть у нас здесь ментал, эмоции, чувства и действия. Как бы хочу, могу и делаю, можно так сказать, да. Но немножко хромает, получается, энергия Земли. То есть материального продвижения вот этих всех энергий, оно не ощущается, оно только на 8. И вам может казаться, что вы прям работаете, а ничего не двигается, как будто бы. Либо очень маленькие продвижения, хотя вы чувствуете, что вы там хорошо поработали, да, кто-то прям хорошо проработал, и вы чувствуете, что у вас энергии обновились, но и при этом вы знаете, что вы как бы мастер своего дела, да, если это касается работы, либо это если касается вашей личности, то вы понимаете, что вы человек классный, да, либо классная. Но вы, как знаете, как до сих пор как подмастерье, как будто бы еще не до. И вы не понимаете, в чем дело, да, почему вы еще не до, почему здесь нету того же туза пентаклей, да, почему вы как вот этот мальчик. То есть там есть мастер, а вы как подмастерье до сих пор вы как бы не работаете на полную катушку, не живете на полную катушку. То есть вынуждены, там, условно скажем, прислуживать тому, кем вы сами уже можете быть. Но вы пока что вот мальчик, девочка на побегушках, так скажем. Сейчас рыцаря кубков немножко раскроем. Смотрите, а если вы пойдете за вашей интуицией, за вашими чувствами, да, то есть вы будете, здесь может, знаете, почему не быть вот этих всех материальных, да, скажем так, ощущений, то, что вы немножко не туда идете, и если вы пойдете за чувствами, да, если чувства вас будут вести, и в плане взаимодействия, и в плане того, что дает вам радость, и в плане того, что вам какие-то подсказки, да, будут даваться, тогда вы сможете повернуть вот это колесо фортуны в свою пользу. И то, что не нужно, здесь уходит уже 9 пентаклей, да, то есть смотрите, вы как вырастаете, так вот видно,
из вот этого в подмастерье вы сами садитесь, ну условно так скажем, трон, в силу свою, да, и вы уже сами этой жизнью управляете. Не для кого-то делаете, а уже сами. Понятно, что здесь вы тоже для кого-то делаете, но вы уже не помощник, а как мастер выходите. Это сейчас не только про практики. И здесь и сила Турс, и здоровье Урус, и защита, да. Вот у нас тут не меч, а как этот щит. И оружие есть, и еще всякие разные щиты. Ну, оружие здесь это как орудие, да, мастерства в данном случае. Вы уже здесь не школьник, студент, а вы уже полноценный воин. Слушаем, значит, свою интуицию. Король жезлов тут еще рвется. Угу. Тут какой-то опять идет про взаимодействие с людьми и про то, что вас выводит на ваше, ну, не хочу говорить прям предназначение, но здесь какой-то выбор, который хорошо повлияет на вашу судьбу, и к нему нужно быть открытым, и нужно, скажем так, довериться тому, как вас ведут. Здесь как раз-таки вот об этом руна. Куда ведут-то? То есть мы идем за своими эмоциями, ощущениями, интуицией, и при этом не сопротивляемся тому, что нам еще как бы показывают извне. Выходим в мир. Отлично. Полностью разрушаются все вот эти вот сдерживающие блоки тогда. Если вы не сопротивляетесь, если вы идете за подсказками, взаимодействуете с людьми, даже те же расклады смотрите, психологию какую-то, либо личностное развитие, да, коучей, например, каких-то, да и просто о жизни, например, как продвигаться в карьере, как там стать лучше, как свой стиль сделать, как выглядеть лучше. То есть вы вот это вот все впитываете, все видео, которые вам подкидывает, так скажем, судьба, вы не игнорируете. Соответственно, вы выходите в мир. Здесь еще интересный мир, он с Хагаласом. Хагалас — это о том, что разрушается то, что уже стоит шатко. Какие-то убеждения, какие-то ненужные сценарии, то, что вам мешает, оно само отойдет. Да? Вы только сделаете выбор и доверьтесь вот этому движению в потоке, которое, как знаете, вот куда река несет, мы же по реке так и плывем, да, мы не вот если река влево поворачивает, то мы поворачиваем за рекой, а не встаем на сушу, идем по прямой, да, и когда река обратно вправо поведет, тогда мы в реку опять войдем. Нет, мы поворачиваем за рекой. И здесь именно выбор в том, чтобы плыть именно по течению и смотреть, куда вас несет. При этом активно взаимодействовать с миром. И тогда вот эти все порожки, они уйдут, что вам мешает. Король кубков. Смотрите, уже из рыцаря в короля. Тогда вы еще больше, кстати, начинаете чувствовать, куда вам, что вам. Тут, кстати, еще и дракон. Сейчас же год дракона. Вы, как знаете, становитесь мастером своих вот чувств, ощущений и интуиции. У вас возрастает вот этот эмоциональный интеллект, вы становитесь увереннее. Сейчас, я думаю, и пентакли подтянутся. Так, 7 жезлов.
Здесь у нас опять туз и десятка мечей. Это у нас про что? Шестерка пентаклей. Это про то, что с миром не нужно бороться. Опять-таки, да, если будете сопротивляться, у меня был такой вопрос, что будет, если будете сопротивляться. Ну, просто будут какие-то конфликты, столкновения, потеряете энергию. То есть вот по королю кубков, да, вот такое приятное взаимодействие, когда вот все на вас смотрят, мир вас нянчит, как дитя, да, предлагает что-то, приносит дары, раскрывает вас, бережет. Если будете сопротивляться, будет какое-то и воздействие на вас, и не про магическое. Здесь, в принципе, люди могут давить, вы на людей можете давить, отстаивать свою правду и, как знаете, сжигать до тла, да, вот когда конфликт назревает, да, и он все больше, 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 и вот все выжигает вокруг. Это если вы будете доказывать, что мне вот так надо. Иерофант. И десятка у нас с вами жезлов. Да, самый лучший вариант — это открыться к высшим силам, дать им, так скажем, право вести вас, и тогда вам очень понравится, куда вы придете. Вы не будете прям понимать, куда вас ведет. Но здесь очень важно доверять. Так, еще что. И, как говорится, тогда и на вашей улице будет праздник. Да, здесь выходим в солнце. Максимальное раскрытие, максимальная радость. И здесь она, кстати, солнце тоже на колеснице, что интересно. Будет движение в ту сторону, вам понравится, если только вы не будете сопротивляться. Будет гореть огонь в глазах, в душе и во всем остальном. Здесь еще сол, руна, да, максимальное проявление. Здесь и удача, и, как говорится, весь мир вам благоволит. Только откройся и бери. Максимально приятное взаимодействие между людьми, с высшими силами в том числе. Здесь прямо тогда открывается вот эта дорога удачи, да, как раскрытие путей. Двойка жезлов. Здесь опять про пути. Энергия огня. И опять руна сол. Опять про проявление максимальное. Кто-то прям очень много страсти будет в вашей жизни, в хорошем смысле, да, то есть вы будете любить эту жизнь, гореть ею. А здесь у нас что за пятерка жезлов? Пора выходить в какого-то уныния, если у вас есть такие мысли, а-ля у меня не получится, я не знаю, как это сделать. Кто-то сидит в своем подземелье, да, с драконами, так скажем. Если все еще воюете, отстаиваете себя, перестаньте это делать. Там, где вы себя отстаиваете, там это просто не ваше место. Какое бы место это ни было. Доверьтесь потоку, куда оно вас вынесет. Королева кубков там еще была тоже, да. Вот тут именно, как сказать, когда высшие силы вам и помогают, и ведут. Тут руна Альгис и Дагас. Это прям и это высшие силы, и это высшие силы. Действуйте не из страха, а из любви. Всегда себя спрашивайте, я сейчас делаю, потому что я боюсь, или потому что я из любви действую, да. То есть я, например, сейчас
ругаюсь с коллегами, потому что что? Потому что я, например, ну, действительно то, что они предлагают сделать, это навредит им, да, либо потому что я боюсь, что меня уволят, если там кто-то совершит ошибку, и я вообще не хочу брать ответственность за это все. То есть всегда анализируйте, с какого порыва вы действуете. Да, 9 мечей. Сколько здесь? Опять кубки. Все, что было от ума, нужно поменять на чувствование. Здесь прям конкретно это все указывает о том, что нужно. От ума вам уже действовать тяжело. Опять-таки, ум — это часто действие из страха. Здесь у нас еще с вами такая красивая, прекрасная императрица, которая в изобилии. Включаем интуицию, мальчики и девочки. На этом мы с вами закончим. Жду ваших резонансов. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, какие-то у вас есть предложения, что можно снять, какие-то вопросы. Вам не сложно, мне приятно. И подписывайтесь, если вы еще до сих пор этого не сделали. Всем пока-пока.